Существуют клавиши для перемещения по выделенной области. Добрый день! Для большинства операций в Excel ячейки необходимо выделить. И на сегодняшнем уроке мы более детально разберем, как это выполнить. Для выделения столбца полностью используется комбинация клавиш Ctrl-пробел. Если зажать Shift и перемещаться стрелками влево и вправо, смежные столбцы также будут выделяться. Аналогично столбца можно выделить и строки сочетанием клавиш Shift-пробел. Зажав Shift и используя клавиши вверх-вниз, строки также будут выделяться. Строки и столбцы можно выделить, записав их в окне, перейти в. Для этого нажимаем клавишу F5, указываем диапазон через двоеточие 1, двоеточие 7, что означает с 1 по 7 строку, или AL. То есть со столбца A по столбец L. Все столбцы будут выделены. Присвоив имя массиву, мы также можем его выделять, нажав сочетание клавиш Alt F3, вписав имя и нажав Enter. Используя сочетание клавиш Ctrl-Shift вправо, мы можем выделять ячейки со значениями, если они непрерывны. Если есть прерыв, то до ближайшей пустой ячейки. Нажав Ctrl-Shift вправо, мы выделим строку с данными. Можем ее залить зеленым цветом. Нажав Ctrl-Shift вниз, мы выделим столбец. Его зальем оранжевым цветом. Ctrl-A выделяет все непрерывно расположенные данные. Активная ячейка остается на месте, то есть с места выделения, откуда мы ее установили. Ctrl-Shift звездочка также выделит все ячейки, причем активная ячейка переместится в левый верхний угол, вне зависимости от того, где она изначально находилась. Существуют клавиши для перемещения по выделенной области. Enter – сдвиг активной ячейки вниз в выделенной области. Shift-Enter – сдвиг активной ячейки вверх в выделенной области. Если ячейка и так левая и верхняя, то активная ячейка перемещается в правый нижний угол. Таб – смещение активной ячейки вправо, Shift-Таб – смещение активной ячейки влево. Shift со стрелками уменьшает область выделения, противоположной от активной ячейки стороне. То есть, если у нас в правом нижнем углу активная ячейка, область выделения будет уменьшаться слева и сверху. Файл урока под видео ставьте палец вверх. В комментариях оставляйте свои вопросы. До связи.